И мы записали два очень полезных, на мой взгляд, для вас ролика. Первый ролик, он будет особенно полезен для тех, кто прошел курс по родовой карме. Поясняю. Там в этом курсе я учу, минуточку внимания, учу, а теперь главное чему? Делать прогноз Владимиру Владимировичу Путину. Вот так. Я показала там, естественно, те, кто не владеет программой, не смогут, но вы сможете послушать уже результат толкования. Если вы помните, в 2018 году мы делали прогноз на нашем официальном канале о том, что Владимир Владимирович не дослужит до конца своего срока. На тот момент времени, в 2018 году, у него были выборы. И казалось немножко странным наш прогноз, потому что как это так, еще не состоялись выборы, а он уже типа как бы уйдет с поста, да? Так вот, я уже тоже ранее поясняла, что мы сделали небольшую тактическую ошибку, и непосредственно в моем расчете, когда вы это увидите на ваших экранах, там не учтено 2 года, да, то есть ранее были срок 4 года, сейчас уже 6 лет, и вот эти 2 года, к сожалению, мы не учли. Но теперь вам все будет понятно и ясно. Так вот, он, скорее всего, по нашим прогнозам, уйдет в отставку самостоятельно, добровольно, до 7 апреля 2021 года. Это может быть связано с болезнью, это может быть связано с его личным желанием, но мы полагаем, что это все-таки связано с переделкой мира, поскольку 2021 год для всех, для нас будет особенно уникальным. В январе 2020 года я, если вы помните, сказала: берегите своих близких, в этом году погибнет огромное количество людей. В 2017 году я сказала: детей держай поближе к себе, потому что в 2017 году было очень много, как это сказать, покушений, трагедий, помните, не 17, 18, да, покушений, трагедии, торговые центры, кинотеатры, помните, да, что происходило, массово было. Я сказала: держать детей дома. В прошлом году сказала: будьте аккуратны с поездками, очень много климатических катастроф, сдвигов и прочее, прочее. И этот год, к сожалению, уделите своим близким, будьте рядом с ними. Жизнь краткосрочна, к сожалению, вы можете многое не успеть. Поэтому в этом году максимум внимания здоровью, максимум внимания любви. Успейте сказать все, что нужно, все, что вы всегда хотели. Начните с того, что ваши близкие давно уже ждут этих слов. Сегодня я вам заявляю, что в следующем году будет массовая перестройка всей политической системы. С мировой элиты уйдут такие лидеры, как Владимир Владимирович Путин, Елизавета II, Ангела Меркель, Макрон и другие деятели. И совершенно не важно, кто победит на вот этих вот шуточных, петушиных выборах в Соединенных Штатах Америки, поскольку начнется процесс распада Соединенных Штатов Америки уже в следующем году, равно как и Евросоюза. Но если распад для Евросоюза придаст ему еще большую силу, то Соединенные Штаты Америки, к сожалению, могут погрузиться в абсолютный хаос. Так вот, в этом прогнозе мы также даем и ссылаемся на одну дату. Это 10 декабря 2020 года. Это дата, когда в 1948 году была принята Декларация по правам человека в ООН, и через буквально 72 года, 10 декабря 2020 года, эта декларация будет негласно отменена. То есть права человека с этого момента будут ущемлены максимально. Я уже не говорю о цифровизациях, масках и вот всех вот этих делах, которые начнутся уже со следующего года. Поэтому, на наш взгляд, уход лидеров большинства стран, то есть порядка 70-80 президентов, монархов, канцлеров, да, они будут уходить в отставки исключительно для того, чтобы передать власть другим правящим элитам. Это, по сути, как мы уже ранее тоже вам говорили, это банковская система, либо государственные советы, то есть, по сути, странами будут править группы лиц, а не один человек. Это в политическом мире называется децентрализация власти. Это будет следующий год. Также, естественно, будут запускаться процессы перестройки экономики и много-много другое. Так что у нас будет веселый, интересный, забавный год. Можем делать ставки, кто быстрее уйдет и так далее. Ну и еще раз, да, обращаюсь к тем людям, которые надеются, что вот эти вот волнения, революции смогут изменить политическое устройство России. Я вас огорчу. Это никак не повлияет на желание президента уйти в отставку. Вообще никак. Поэтому даже не тратьте время. Он уйдет, скорее всего, по другим причинам. Даже если маленький процент он останется, все равно власть будет принадлежать другим лицам. Это вот первое, да, что я хотела сказать. Также ролик, кстати, будет называться «Мир на грани раскола».
Он уже в монтаже. И второй фильм, который, на мой взгляд, еще более интересный, с еще более громким названием, он называется «Мир на грани халифата». Ну, если вы знаете, халифат появился в мире в 1512 году, и он пришел на смену султаната. Но суть не в этом, а суть в том, что совсем недавно, просматривая новостные блоки, мы обнаружили интересную особенность. Помните вы или нет, но оказывается, 22 сентября 1920 года Турция напала на Армению. Помните или нет, но вот мы недавно это еще раз воспроизвели в памяти. На тот момент времени они проиграли, потому что против Турции выступила огромная коалиция стран. И если вы опять-таки посмотрите официальные новости, то 22 сентября 2020 года, уже в наше время, Турция отправила своих подготовленных бойцов на помощь Азербайджану. У нас, как у нумерологов, сразу: подождите, совпадений в мире не бывает. Почему 22 сентября и почему второй раз и ровно через 100 лет? А мы знаем, что все события повторяются раз в 100 лет. И тут мы обнаружили, что оказывается 22 сентября 1500, минуточку, внимание, 2020 года, еще раз, да, помните, 22 сентября 1920, 22 сентября 2020. И так вот, назад, возвращаемся на 500 лет назад. 22 сентября 1520 года умер так называемый султан, халиф Селим I. Все бы ничего, если бы именно с него не началась именно кровожадная история Османской империи. Более того, этот Селим I не совсем законно получил свою власть. И он погиб от оспы, мы помним, да, каждый 20-й год у нас та или иная эпидемия. Так вот, он погиб от оспы. И теперь каждые 100 лет, помимо того, что у нас есть вероятность для возрождения той самой Османской империи, еще и возникает всевозможные эпидемии. Почему это происходит, мы объяснили в фильме. И мало кто помнит из школьного курса истории, но я, по крайней мере, честно, не помнила, пока не прочла еще раз. Оказывается, Османская империя – это не средневековье. Османская империя погибла 3 марта 1923 года. То есть это, в общем-то, история совсем-совсем недавняя. И поэтому они сейчас планируют возрождение. Что будет в ближайшее время происходить? Ну, в фильме мы вообще ушли на 150 тысяч лет тому назад, потому что мы объяснили очень важный пласт. Я сейчас вкратце тоже расскажу, но детали будут в этом фильме. Так вот, суть в чем? В ближайшее время будет организована война между Украиной, Турцией и Россией. И как вы думаете, за какой регион? Ну, вы, к сожалению, сказать мне не можете, у вас нет звука. Я отвечу: за Крым. И знаете почему? Буквально недавно в новостях вы, наверное, видели новость, совершенно какая-то сумасшедшая, непонятная, из разряда у людей, по-моему, что-то съехало. Была новость о том, что Зеленский пообещал вернуть Крым Турции. Помните, мы даже опубликовали ее на нашем канале. И, наверное, вам показалось странным, что за новость такая. Ну, а теперь давайте все-таки вспомним, да, что, оказывается, Селим I, когда он еще не был, ну, условно говоря, султаном-монархом, да, у него еще был отец, который правил, его звали Баязид I. Так вот, Баязид правил, естественно, в Константинополе, нынешнем Стамбуле, а сына он отправил править в Крым. И Крым для Селима I, который является основателем именно темной, черной, магической Османской империи, является, условно говоря, родиной. Поэтому и не важно, что там все разрушится или не разрушится, выиграет или не выиграет, но победа и захват Крыма для них является, как, знаете, возврат домой, как снова попробовать пирожки бабушки. Но это невозможно не сделать, да? Также напоминаю, что Турция сейчас находится в очень серьезной опасности с точки зрения расколов и землетрясений, поэтому выхода у них нет. Также, когда они нападут на Крым, а это где-то в районе декабря, по нашим расчетам, уже начнутся подготовки к этим событиям, они начнут объединяться с Узбекистаном, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, закинут удочку Молдове и так далее. То есть их основная задача – создать коалицию. Знаете, как из разряда Османская империя готова к возрождению, вы либо с нами, либо против нас. Поэтому в ближайшее время ищите в новостях информацию о возможном объединении Турции, Узбекистана и Казахстана. Но об этом мы говорили также
еще в 2018 году о союзе этих стран. Но опять-таки все это можно остановить, если этих событий не будет. То есть, опять-таки, это их планы, это прогноз, согласна. Но прогнозы нужны для чего? Для того, чтобы их менять. Я очень надеюсь, что все-таки этих союзов не будет. Иначе с 24 по 27 июля 2021 года начнется война, которая продлится до 22 сентября 2026 года. Ну, будем надеяться, что у них проект провалится, ведь 100 лет тому назад провалился, значит, может быть, и сейчас тоже ничего не получится. О том, почему это так, что произошло вообще с тем, что Османская империя, которая на самом деле была дружественная всегда русскому народу, почему вдруг она поменяла свою риторику, кто на самом деле правит Османской империей, кто такие халифы, кто такие сефарды. Все это объяснено в фильме, который выйдет уже, надеюсь, к концу этой недели. И он называется «Мир на грани халифата».